Здравствуйте, дорогие зрители! Приветствую вас на своем канале и благодарю, что вы зашли на мой канал и уделяете время тем материалам, которые я для вас делаю. Как мы уже и говорили в самом начале моего канала, что моя задача этого канала — сделать ясновидение доступным, развенчать мифы, которые связаны с ясновидением. Давайте вернемся к этой работе. Сегодняшнее видео про 7 признаков того, что у вас есть ясновидение, что вы обладаете этими способностями и можете их в себе развивать. Я приготовил для вас некоторые памятки. Первый признак, по которому вы можете определить, что у вас есть способности, что у вас есть талант к ясновидению, это вещи сны. Причем сны могут быть такими, прямыми. Вы видите человека, который подходит к вам и говорит: «Я тебя люблю, выходи за меня замуж». И потом выходите замуж за этого человека. Или у меня сегодня был сон, я во сне, мне звонит телефон, поднимаю трубку и слышу, что можете молиться за упокой, она умерла, моя знакомая. Дай Бог ей жизни. Пришел такой сон. То есть это прямой сон. Да? Здесь никаких образов, никаких метафор. Его и не надо расшифровывать. И ясновидящим очень часто снятся именно такие сны. Но также сны могут быть образными, которые еще нуждаются в расшифровке. Например, вы можете увидеть во сне море. И все люди знают, что если вода чистая, значит тебя ждет что-то хорошее. Это к смеху, это к каким-то хорошим событиям, к веселью. Если вода грязная, будешь плакать. Значит, будешь кого-то или что-то оплакивать. То есть такие образы, которые еще надо суметь расшифровать. Это довольно сложно, и зачастую мы ошибаемся. И можем уже понять, что этот сон значил после того, как событие произойдет. Конечно, мертвые не снятся к перемене погоды. Мы уже об этом говорили. И если вы видите кого-то из своих умерших близких, друзей или же ваших родственников, это значит, они хотят передать вам какую-то информацию. И надо обратить внимание на то, что вы видите в этом сне. В любом случае, не лишним будет вспомнить о них что-то хорошее и помолиться за упокой их души. Первый признак, по которому вы можете определить наличие способностей у себя, это вещи сны. Следующий признак – предчувствие трудных событий, болезни или смерти. Вы можете предчувствовать какие-то события у себя. Я, например, тоже предчувствовал что-то о своей жизни, о своей судьбе и предчувствовал, что я буду публичным человеком, что я буду иметь какую-то славу. Пусть небольшую, но славу. Я всегда это знал. Это было ощущение внутреннее. Я всегда знал, что у меня будет очень много работы, что я буду заниматься ясновидением профессионально. Что-то о своих близких. Предчувствовал, что, например, они будут болеть, что они будут долго жить. У меня есть родственница, которая уже много лет, и у нее всегда были проблемы с давлением. Очень высокое давление. И 200, и выше. И, конечно, каждый раз, когда такое высокое давление, вызывали врача, кололи уколы, все думали, вот-вот умрет, потому что уже после 75, знаете, всегда какой-то возникает страх, что стало плохо, сейчас умрет, стало плохо, сейчас умрет. И я убежден все время был, что она проживет 85 лет. Сейчас моя родственница движется к этой дате, к 85 лет. Хотя уже больше 10 лет, каждый раз, когда ей становится плохо, все, конечно, думают: ой, наверное, умрет. То же самое и другой родственник, онко, потом падение, потом инсульт, потом перелом. И каждый раз я говорил всей своей семье: он будет жить, у него все будет хорошо. С коронавирусом лежал под аппаратом, не мог дышать. И я каждый раз говорил: он еще будет жить.
еще будет жить, еще будет болеть. Откуда я это знаю? Не знаю. Это такое предчувствие. Такое предчувствие может быть не только о близких, но и о других людях. И часто люди говорят: он у меня с головы не выходит, все время о нем думаю, мысленно гоню его от себя, а мысли никуда не уходят. Все время о нем какие-то воспоминания, хочется с ним поговорить, хочется ему позвонить. Вот такие вот мысли приходят. Это второй признак. Какой третий признак? Образное мышление. У всех ясновидящих образное мышление. Во-первых, хорошая память зрительная и слуховая. Вот. Причем удивительно, что какая-то глупость забывается очень быстро, а такая важная информация, там образ человека, что-то, что он вам рассказывал, делился с вами, его какой-то жизненный путь, вы запоминаете очень хорошо. Образное мышление, что это? Человек. Вы хотите рассказать кому-то из своих близких про своего знакомого. Поделиться, что у меня есть такой друг. И у вас сразу в голове возникает образ, например, что ваш друг – это павлин. И вот вы описываете, что мой друг как павлин. Он такой красивый и так любит себя показать. Или, например, что мой друг верный как собака. Сразу приходит образ собаки. Вот именно через животных, через какие-то предметы, через каких-то людей, возможно, артистов. Вот у меня очень часто какие-то события, когда происходят, я их связываю с творчеством любимых исполнителей. Я очень люблю Аллу Пугачеву, знаю очень много ее песен. И когда я знакомлюсь с каким-то человеком, то часто я провожу ассоциацию его с какой-то песней у Аллы Пугачевой или с музыкальным инструментом. Тоже очень интересно, что есть люди, которые звучат как барабан, есть люди, которые звучат как гитара, есть люди, которые звучат как скрипка. Вот через ассоциации, через образы ты характеризуешь людей, ты как-то запоминаешь то, что происходит в жизни, какие-то события. Четвертый признак. То, что мы называем чуйкой. Вот такая чуйка, действительно, по-другому не скажешь. Куда идти, на какую работу идти, на какую работу не идти. Кто вас обманет, кто вас не обманет. Значит, какой препарат вам стоит купить, за кого выйти замуж. С кем стоит заключать какой-то договор, с кем не стоит заключать. Нельзя сказать, что вы прямо видите картину, такую видеокартину, что этот человек вас обманывает, бросает на деньги. Нет, просто есть какое-то предчувствие того, что это будет вот так. И по-другому это не объяснить. Поэтому отслеживайте, есть ли у вас такая чуйка. Пятый признак, по которому можно обнаружить, что вы ясновидящий. Все ясновидящие великолепно гадают. Причем делают это, как правило, в начале своей карьеры или в юности, в шутку, даже не задумываясь, не делая это всерьез. Раскладывая карты, не зная значения карт, разбрасывая камни, бобы, что угодно. Кто-то смотрит на руку, не зная хиромантии, не зная линий, и предсказывает, и это все сбывается. Или же вы даже прочитали книгу, например, распечатали себе колоду карт или купили где-то, и раскладываете, все сбывается. Это тоже признак того, что у вас есть вот этот канал связи с космосом. Канал, который помогает вам получать информацию свыше. Гадание – это первый такой шаг к развитию ясновидения. И вообще-то я всем тем, кто хочет развить ясновидение, рекомендую учиться гадать. Шестой признак, по которому можно обнаружить в себе наличие этих способностей, это через ваше окружение. Обратите внимание, что люди тянутся к вам, рассказать вам свою судьбу, поведать вам свой какой-то секрет, поделиться с вами своей болью. Вы не психолог, вы не оракул, вы не говорите им ничего, но они сами вам рассказывают, знакомый вы им человек или незнакомый. Причем зачастую это даже какие-то неприятности может составить человеку, потому что это может быть ваш близкий знакомый, с которым
ну, по логике не надо делиться этим. Или вообще незнакомый человек к вам подошел и рассказал свою судьбу. И вас спрашивают совета. У вас спрашивают, как быть, что делать им. Почему так происходит? Потому что люди бессознательно считывают наличие этих способностей у вас. То есть вот этот талант ясновидения, он для окружающих интуитивно ощущается, и люди к вам тянутся. Поэтому ясновидящие не так сильно нуждаются в рекламе. Конечно, надо там, мы в современном мире живем, надо где-то сказать о том, чем ты занимаешься. Но в общем-то люди к настоящим ясновидящим тянутся. Они стремятся поделиться своей судьбой, своей бедой и спросить совета. Поэтому если люди к вам тянутся, возможно, у вас есть эти способности. И 7-й признак, по которому можно определить наличие способностей у вас, это вот то, что называется, да, скажу, вот ляпну что-то, и это происходит. Мы так как-то в народе говорим, да, там ляпнул, и это произошло. Когда человек говорит, не задумываясь, автоматически, ну, что что-то произойдет, что тебя обманут, что тебя там кинут эти люди, например, что он тебя любит. Только-только ваша подружка с кем-то познакомилась и вот как бы невзначай говорит о нем. Вы говорите, да он тебя любит, ты за него замуж выйдешь. Да? Нет, нет, я замуж не хочу, я замуж не пойду. И правда так происходит. Там что-то не ладится у вашей подруги со здоровьем. Да ты беременна. И правда так оказывается, что она беременна. То есть автоматическое ясновидение, когда человек не задумывается, просто говорит. И знаете, как оно срывается у тебя с языка. Ты, может быть, и не хотел бы этого сказать, но оно как-то само по себе получается. Эта информация выходит из тебя. Это тоже признак, по которому можно определить, что у вас есть ясновидение. Вот такие вот 7 признаков. Это не то, что вы видите, не слушайте там, когда говорят, я повсюду видела призраков, ко мне приходили там ангелы, я видела что-то там инопланетян. Нет, зачастую настоящие ясновидящие ничего этого не видят. А вот по таким вот признакам потом описывают, когда у них спрашиваешь, вот как вы поняли, что у вас есть ясновидение? И они говорят, вот у меня было то-то и то-то, я как бы очень хорошо гадала, я как-то произвольно всем что-то говорила, люди сами у меня спрашивали совета, а я откуда-то знала или знал, что им надо посоветовать, что им надо сказать. То есть оно проявляется в быту, оно проявляется вот в таких житейских ситуациях, в житейских историях. И здесь ничего такого мистического и загадочного нету. Так что, друзья, пересылайте это видео своим знакомым, близким. Пусть они тоже пишут в комментариях, и вы пишите, сколько признаков вы обнаружили в себе. И будем дальше на нашем канале, на моем канале, учиться это все раскрывать. Вам желаю прекрасных дней, здоровья, счастья, благополучия и до новых встреч на моем канале.